что, друзья, всем привет! Настало, наверное, мое время теперь пообещать вам непосредственно о том, что будем выходить к вам с регулярными какими-то выпусками, видосами. Пытаемся уже, не знаю, какой третий раз или четвертый, пятый, пытаемся возобновить наши какое-то влоги, показывать, чем мы тут занимаемся, потому что много всего интересного хочется вам показывать. И серия будет посвящена непосредственно двигателю для нашей двоечки ВАЗ-2102. Морковь, морковка, желтая двойка, короче, вы все ее знаете, помните, любите. Знаю, что большинство из вас, подписчиков, как раз пришли, подписались, потому что мы собирали эту машину. Перед вами непосредственно голый блок, это все тот же блок 213 Нивовский, да, в простонародье, который уже в этой машине проехал 3 сезона или 4 сезона. И с ним все в порядке. Мы практически ничего с ним не делали. Мы его отмыли. Он у нас был зеленый, если вы помните, теперь он у нас черный. По низу у нас, в принципе, каких-то глобальных переделок не произошло. Мы просто разобрали, все дефектовали, промерили, поменяли вкладыши, ну точнее будем менять вкладыши, сальники, прокладки. Одно из новшеств, которое мы сюда решили добавить, это балансировка шатунов. Так как раньше мы не могли это делать правильным способом, потому что у нас не было хороших весов, самой приспособы для развесовки шатунов, мы занимались это, грубо говоря, на кухонных весах, кое-как это делали, какими-то приспособами, и вроде казалось нам это получалось, но по факту это все неправильно. В общем, сделали развесовку шатунов, полностью всю шатунно-поршневую группу развесили, что все подходит, все по граммам соответствует. Замеряем толщину вкладышей, промеряем нутромером зажатые бугеля, потом смотрим зажатые шатуны, измеряем колено, измеряем все эти зазоры, высчитываем, понимаем, какой зазор на каждой шейке у нас присутствует, чтобы все везде было равномерно и не было, что где-то меньше, где-то больше, где-то зажало, где-то не зажало, чтобы опять же не провернуло эти вкладыши. По головкам, что могу сказать? Одна из таких доработок в этом сезоне, что мы хотим попробовать, это увеличенные клапана и распиленная головка. Вот наша старая голова, это карбюраторная головка. В том году мы с ней уже так поработали немного, и, так сказать, это был больше колхоз, но это был эксперимент. Мы ставили фазированный впрыск, чтобы это сделать, нам надо было датчик фаз поставить, на распредвал. И у карбюраторной головки у нас не имеется вот этой отливки, как вот здесь. Нам пришлось приваривать пластинку, аргоном все это зачищать, позиционировать этот датчик, сверлиться и устанавливать. В общем, эта система у нас сработала, но нам не нравится, как это сделано, это максимально похабно. Это был просто эксперимент, мы сразу тогда сказали, что будем ставить инжекторную головку. И тут были моменты, что нам пришлось... У карбюраторной головки нету вот этих вот фасок, это подфорсунки на инжекторе. И мы когда начали пилить, мы запилили, вроде все нормально было. Мы ее, короче, запускаем, что-то там пыхтит, пердит, и в какой-то момент мы просто слышим, как мотор вклинивает. Такие, опа, что это такое? Думаю, давай еще раз попробуем, а потом в какой-то момент, так, стоп, выкручиваем свечки, и вот в этом месте видно аргон. Мы когда пилили, здесь идет рубашка охлаждения, и мы ее задели, короче. Вроде бы ее визуально не видно было, но когда дали давление, просто чуть-чуть лопнула вот эта фольга оставшаяся, и у нас в первый цилиндр просто налила кучу антифриза, залила всю камеру сгорания, и соответственно типа гидроудар, но гидроудара не было, потому что, слава богу, он не запустился. Вот наша новая головка приехала. Запиливал нам ее Степан Пузырев. Поставили увеличенные клапана от Ford. В принципе, можно сравнить. Вот старая головка, тут STD-шные клапана стоят родные. Я думаю, наглядно видно, насколько они большие. Клапана мы поставили, головку запилили. Это уже инжекторная головка, у которой все эти выемки есть от форсунки.
Ну и отливка, соответственно, под датчик фаз. Единственное, пришлось просверлить, потому что не все головки инжекторные идут изначально с этим датчиком фаз. Вал мы будем использовать тот же самый, который и раньше, УКБ 780. В принципе, он себя зарекомендовал в этом конфиге нормально, потому что зимний дрифт, у него фаза небольшая и достаточно, он начинает с низов ехать. Если брать тот вал, который изначально вообще самый первый конфиг, это М25 УКБ, там фаза какая-то за 300 была, но она бешеная, и, грубо говоря, мотор на 4000 даже не выходил на свою рабочую мощность. И просто в какой-то момент мы выходили на мощность, замыливали колесо, и, соответственно, мы никуда не ехали, из-за того, что колесо просто не может зацепиться. Поставили 780 УКБ, и, в принципе, это стало хоть нормально управляться. Тем более сейчас это инжектор, не карбюратор, все мозг видит, все отруливает, и как бы управлять этим стало лучше. Также под доработку попал впускной коллектор, потому что с ним мы купили таких коллекторов 2 или 3, по-моему, и просто положили на склад. Но при сборке первой версии нашей, из-за того, что когда парни сверлили вот эти все отверстия, никто не подумал, что как-то надо совместить соосно, и получилась просто лютая ступенька. Поэтому сейчас все это подгоняем. Скорее всего, придется это все заваривать и заново сверлить, соответственно, подгонять дросселя, и по дросселям уже сверлить новые отверстия. Ну и такая же история со стороны крепления головки. Тоже там везде ступенька была большая. Пришлось все это шарошить, головку, коллектор, чтобы максимально был плавный впуск и никаких ступеней не было, ну и, соответственно, срывопоток. В принципе, коллектор хороший, но как будто сыроватый, очень похоже на Жига запчасти, как они себя, в принципе, и показывают. Ну что, господа, в принципе, вот свежесобранный мотор перед вами. Напомню полностью конфиг этого мотора. Niva блок. В нем стоят поршни, сделанные под заказ по нашим чертежам, под степень 11. Шатуны у нас стоят H-образные Club Turbo 144 мм. Вкладыши мы используем стоковые. Колен у нас 84 ход. Мы поставили инжекторную головку классическую, запиленная, увеличенные каналы впуск-выпуск, клапана Ford Sierra. Поменяли все массосъемные, естественно. Пружины у нас стоят стоковые, только стоят под пружинами увеличенные шайбы, чтобы преднатяг пружины увеличить. Стоит разрезная шестерня, цепь однорядная стоит. Также вот уже здесь стоит датчик фаз. Крышка клапанная, в принципе, все давно ее знают, это B-Motors. В принципе, все. Остальное уже будет устанавливаться на машине. На этом, наверное, все. В следующей серии мы хотим вам показать кузов наш, который уже вот на подъезде почти, что было в нем доработано, как в нем это мы дорабатывали, и какая там проводка стоит, и компоненты этой проводки. В принципе, все. До новых встреч и пока.